Всем привет! Меня зовут Миша Щукин, и вы на канале Mike the Pike TV. В конце 2019 года вышел долгожданный трейлер нового фильма Нолана «Довод». После просмотра трейлера все сразу же начали обсуждать, что вообще произошло. А еще в сети IMAX перед фильмом «Звездные войны» показали 6-минутный пролог, после которого появилось еще больше фанатских теорий. Сейчас вы узнаете, какие детали и секреты есть в трейлере, как течет время в фильме и что общего у фильма «Довод» с Таносом из Марвел. Присаживайтесь поудобнее. В следующие 10 минут я постараюсь рассказать вам, что раскопал в трейлере «Довод». «Довод» — это шпионский триллер, где главный герой, персонаж Джона Дэвида Вашингтона, сталкивается с необратимыми событиями, которые переворачивают его жизнь с ног на голову. Героя вербует тайная спецслужба, которая проводит операции по предотвращению мировых угроз. Ее сотрудники знакомят главного героя с неким механизмом, который может поворачивать время вспять. В фильме снимались такие актеры, как Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Айрон Тейлор Джонсон, он же Пипец, Кеннет Брана и всем известный Майкл Кейн, частый гость фильмов Нолана. Оператором снова стал Хойте Ван Хойтен, который работал с Ноланом над «Интерстелларом» и «Дюнкер» и использовал тогда камеру IMAX 70 мм, как и сейчас. Композитором же в новом фильме выступит оскароносный Людвиг Йорансон, писавший музыку для таких фильмов, как «Крид», «Веном», сериал «Мандалорец» и «Черной пантере», за которую и получил Оскар. Как вы знаете, Нолан обожает экспериментировать со временем и играть со зрителем, заводя его временные парадоксы. Так и в «Доводе» Нолан рассказывает про механизм, который может управлять временем. Но обо всем по порядку. Трейлер открывает сцена с небоскребом. Это Индия, Мумбаи. Подобным кадром открывался другой фильм Нолана «Темный рыцарь». На заднем фоне мы видим здание, получившее свое название в честь мифического острова Антилия, которое еще называется «Остров-призрак». Следом мы видим главных персонажей. Они напарники. Роберт Паттинсон запускает какой-то механизм, и герои летят на соседнее здание. На стене мы видим буквы Руби около окна, в котором горит свет. Вероятно, все это метки для задания. После выхода трейлера появилось мнение, что наши герои используют махинации со временем. Но мы видим человека, который идет внизу в обычном таймлайне, что говорит нам, что время идет вперед. В следующем кадре мы видим спички, лежащие на перилах балкона, на который забирается Вашингтон. Похоже, что их оставил сообщник, который помог им пробраться в здание. Вероятно, он связан с окном и надписями на стене. На спичках надпись «Тадж». Точно такой же логотип у гостиницы Тадж Махал Пэлас в Мумбаи. В следующем кадре мы видим, как Вашингтон закручивает глушитель к австрийскому пистолету Glock 17, известному всем по игре Counter-Strike. Дальше в трейлере есть еще одна сцена, где герой Вашингтона в гостиничном номере. Вероятно, это все тот же Тадж Махал Пэлас, на который запрыгивали герои. Кстати, Глок все на месте. Далее мы видим, как поезд двигается в обратном направлении. Вероятно, поезд не в реверсе, ведь это нормально, что поезда могут двигаться в обратном направлении. Далее в кадре появляется герой Эндрю Ховарда. Эндрю Ховард засветился также в прологе фильма. Там на украинском он приказывает Вашингтону и его напарникам начать операцию. А в этой сцене он уже говорит на английском. Может показаться, что он травит героя, но, вероятно, зрителям его не за того выдают, потому что дальше мы видим несколько рук в кадре, которые бережно укладывают Вашингтона на землю. Скорее всего, это не убийство, а загрузка в систему для прохождения теста, как, например, в «Матрице». В следующем кадре мы видим, как лодка с Вашингтоном на борту направляется в сторону ветряка. Вероятно, это какое-то важное место для сюжета фильма. В сценах из пролога нам показали, что Вашингтон осматривает ветряк, в то время как лодка удаляется, и он остается один. Далее в трейлере мы видим, как он уже находится внутри. Судя по всему, ему придется провести тут много времени. Об этом нам говорит запас пресной воды, батончики и кровать. Вероятно, это и есть сам тест, о котором говорит закадровый голос. Вашингтон приходит в себя. Вероятно, он уже прошел тот самый тест. Похоже, именно тут Вашингтон впервые понимает, что попадает в организацию, которая борется с угрозой Третьей мировой войны. А Третья мировая война связана с парадоксами временного пути.
Возможно, Вашингтон нужен организации, так как был вовлечен в нужные события в прошлом. Но похоже, что сама организация не знает до конца, что это за угроза. Well, we're boned. Похоже, слово «тенет» является каким-то паролем. Как говорится дальше, это слово может открывать правильные и неправильные двери. «Тенет» переводится как «принцип» или «постулат». В математике слово «постулат» означает исходное положение, допущение, принимаемое без доказательств. Что в данном случае в фильме Нолана это означает? Есть исходная точка, к которой ты все равно вернешься. Вопрос лишь в том, что ты встретишь на своем пути к ней. Также слово «тенет» является центральным в знаменитом древнеримском палиндроме «Сатор арепа тенет опера ротас». Тот, кому есть что сказать, сможет заставить вращаться колесо судьбы. Кстати, слово в этом палиндроме «тенет» созвучно с именем Танат, а это бог смерти в греческой мифологии. Еще он читается как Танатос. А где Танатос, там и Танос. Да-да, тот самый Танос из Марвел. Танос – это производное слово от Танатос. Джим Старлин, который придумал Таноса, далеко за именем не ходил. Тенет – слово палиндром. Читается в обе стороны, так что, скорее всего, и сюжет, как и в фильме «Начало», будет двигаться параллельно, но в разные стороны. Или задом наперед. А мы знаем, как Нолан любит временные штуки, которые мы видим дальше в трейлере. В этом кадре мы видим норвежско-датский корабль «Магна Викинг». Об этом нам говорят флаги, расположенные над капитанской рубкой. Также можно заметить, что корабли и ветряные мельницы движутся назад во времени. То есть время для главного героя течет в другую сторону. Но пока корабль плывет назад, герой подтягивается вполне привычным образом. И это значит, что хоть весь мир отматывается назад, но для героя время движется вперед. И обратите внимание на маску героя. Мужчину в маске мы видим и в следующей сцене. Мир вокруг него находится в реверсе, и все, что происходит вокруг, идет в обратном направлении. Об этом свидетельствует рабочий, который двигается в реверсе для мужчины в маске. Но в то же время рабочий находится в нормальном таймлайне. Дальше нас пытаются запутать. Этот кадр не продолжение первого, как может показаться. Дым в этом кадре идет в нормальном времени. В фильме время будет показано с двух времен, а маска – это один из признаков реверса. Дальше в трейлере сцена погони. Кажется, что одна из машин едет задним ходом, но на самом деле каждый водитель едет вперед, только в своем времени. И похоже, каждый в своем времени пытается уйти от преследования. Уж очень эта сцена чем-то напоминает знаменитую погоню в «Матрице». Только там автобан Вачовски строили специально, а здесь перекрыли реально существующий автобан в Эстонии, чем, вероятно, не очень порадовали местных жителей. Паттисон гонится за Ауди, которую мы видели в порту. Более того, в ней находится персонаж Кеннета Брана. Он и будет главным антагонистом в этом фильме. Персонаж Кеннета Брана, как и водитель, в кислородной маске. Они движутся в реверсе и держат Дебекки в заложниках. А учитывая, что она без кислородной маски, возможно, они ее похитили из настоящего времени. Это один из примеров, как может взаимодействовать реверс и настоящее время. А кадры со съемок подтверждают, что время идет в разные стороны. Технология реверса времени и есть ядро сюжета. Персонажи Вашингтона и Паттисона в поисках технологий попадают в комнату, в которой находится некий механизм. А ведет их в эту комнату чувак с рубиновой бутоньеркой, которая может быть как раз связана с надписью «Руби создания». И, судя по всему, Вашингтон понимает, как работает этот механизм. Вероятно, первый раз он сталкивается с действием этого механизма в другой сцене трейлера. Любопытно, что в сети есть кадры со съемок, где Вашингтон в том же костюме держит в руках некий артефакт. А если присмотреться, то в сцене погони у него тоже какой-то артефакт или механизм. Вероятно, они связаны с течением времени. В этой комнате Вашингтон и Паттисон воочию сталкиваются с временным парадоксом. Из механизма на Вашингтона вылетает сват-агент, и в то же время мы видим, как из другой части механизма на Паттисона нападает зеркальная копия того же агента. И это один и тот же человек. Тут мы видим две копии одного и того же агента, но на самом деле их может быть три. Неужели Нолан решил сломать все таймлайны? Давайте разбираться. Машина состоит из двух частей, с красной и синей дверью.
И если зайти в красную дверь, то выйдешь из синей, и время вокруг тебя пойдет вспять. А чтобы время вокруг тебя вернулось к обычному течению, нужно зайти в синюю дверь и выйти из красной. Все просто, но есть нюанс. Допустим, мы вошли в красную дверь и вышли из синей в 12:00. И так как время идет вспять, вы увидите самого себя в прошлом, который идет задом наперед. Предположим, что в 11:00 вы решили вернуть время в нормальное русло. Тогда вы заходите в синюю дверь и выходите из красной. Совсем как наш ОМОНовец. Так как вы снова перевернули время, вы снова увидите самого себя, свою копию, идущую задом наперед, уже в реверсе в будущее. А так как вы вернулись на час во времени, вы увидите себя из прошлого, который только собирается идти к красной двери. Неужели, если скакать по временному кругу, можно создать бесконечное количество своих копий? Поверить не могу. Слово «Теннет» приводит нашего персонажа в Лондон. Судя по табличке в этом кадре, он заходит в клуб реформаторов. Тут он встречает персонажа Майкла Кейна. На заднем плане мы видим русско-английский словарь, который очень похож на оксфордский. Именно в этом клубе реформаторов происходили события знаменитого романа Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней», где Филиас Фок в одном из залов заключил пари, что проедет вокруг света за 80 дней. Похоже, герою Вашингтона тоже придется отправиться по миру, поскольку фильм снимался в 7 странах. В Дании, Норвегии, Италии, Великобритании, США, Индии и Эстонии. Все съемки проходили в строжайшей секретности, но утечки все же произошли. Например, в Эстонии мэрию переделали под здание оперы в Киеве, а в сценах с участием массовки снимали много стрельбы, и отовсюду шел ядовитый газ. Позже, после появления этого эпизода в прологе, стало понятно, что создатели отсылают нас к трагическим событиям на Дубровке. Возможно, и в Индии создатели освещают трагические события, произошедшие в Мумбаи в 2008 году. Одно из мест, где происходили эти события – гостиница «Тадж», спички из которой мы видели в открывающей сцене трейлера. Вероятно, в фильме будет еще ряд событий, который может быть связан с подобными трагическими актами. Так зачем герою менять историю по кусочкам, вмешиваясь в локальные конфликты? Я думаю, что его цель покрупнее – не допустить возникновения временных парадоксов, которые связаны с трагическими событиями. Пока непонятно, как Нолан будет решать все временные перипетии, но вспомните первый трейлер начала, там тоже была куча вопросов. Но после же выхода фильма в широкий прокат, все оказалось вполне доступно для каждого зрителя. Именно поэтому Нолану целиком и полностью доверяют такие научные картины и не лезут в сценарий. Ну а чем закончатся все перемещения во времени, нам предстоит узнать уже совсем скоро. И я очень заинтригован. Если же вы ничего не поняли, не расстраивайтесь, нас ждет еще один трейлер. Это были все секреты и детали, на которые я обратил внимание. Если же я что-то не нашел, пишите об этом в комментариях, а также пишите свои теории. Теория, набравшая наибольшее количество лайков, получит постер фильма «Интерстеллар» в подарок. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Миша Щукин. Пока.